Когда я вам предложила выбрать, какой мотив мне вязать для мастер-класса, вы мне конкретно не ответили. Сказали, что все. Но вот только мотивов, связанных по принципу вязания нескольких ярусов, у меня вот такое количество. Да, они разные. Все разные и по размеру, по цвету, по серединкам. И казалось бы, что все разное. Но я подумала и приняла решение, что свяжу вам вот такой маленький мотив с такой маленькой простой серединкой и вот с такими ярусами. Мастер-класс очень подробный. Даже как вязать серединку я записывала буквально каждый шаг. На ярусах остановилась даже на схеме, чего обычно я не делаю. И я уверена, что, посмотрев, особенно вторую часть, вы поймете принцип вязания всех вот этих моих мотивов. Этот мотив самый простой, он как схема, как будто картинка с Пинтереста. Вот схема, кружочек и вокруг него ярусы. Вот по этому принципу строятся все мотивы, какие у меня вот тут на столе, в шорте представлены. Где-то я их могу использовать в своих вязаных вещах. Они все связаны по одному и тому же принципу. По принципу построения мотива с ярусами. И когда вы посмотрите мастер-класс, попробуете хотя бы один раз, вы меня поймете. И согласитесь, что в принципе все эти мотивы одинаковые. Какие-то дополнения, конечно же, есть в виде столбиков пышных, почтовых. Очень дополняет рачий шаг. Вот тут вообще все просто. Вот кружочек, и даже внутри кружочка ничего нет. То есть нам для того, чтобы провязать ярусы, нужна какая-то серединка. Овал, круг, полукруг. Ну, что-то такое, от чего можно было бы отталкиваться. Я видео разделила на две части, где в первой части я вяжу серединку. Это больше для начинающих, которым будет легче, когда я расскажу, как вязать этот кружочек, обвязанный столбиками и зеркальным рачьим шагом. А уже во второй части вы поймете, как эту серединку украсить вот такими ярусами. Я могла бы сюда еще тоже довязать какие-то столбики, какие-то завитки. Ну зачем, если у нас тема ярусы? Приятного вам просмотра. Узелок, который я не затягиваю, а вяжу его свободно. Почему я это делаю? Те, кто давно на меня подписан, в курсе. А остальным я покажу и объясню. Здесь я держусь и набираю воздушные.
Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. 8 воздушных петель. И теперь с узелком я разбираюсь. Этот хвостик я вытягиваю через петлю, то есть я от него избавляюсь. Я его вытягиваю, а потом затягиваю петлю. И получается, что сразу же цепочка начинается с воздушной петли. И не будет никаких ступенек, когда я заключу конец ряда и начало в кружочек, и потом буду вязать. Все будет удобно и качественно. Соединила. После этого делаю воздушную и еще одну воздушную. Тут затягиваю уже окончательно. И вот теперь буду вязать в кружочек. Хвостик, понятно, что вдоль кружочка я укладываю и буду его завязывать, прятать под столбиками. А столбики я буду вязать полустолбики. Накид, захожу вовнутрь кружочка, подтягиваю и столбик, полустолбик, получается 2 вместе с петлями для подъема. Три, накид, 4, провязала последний полустолбик и дальше буду вязать за дальнюю полупетлю. Так как у нас было 2 петли подъема, 2 воздушные петли, то вязать я начну во вторую. Вот одна, вот вторая воздушная, которую мы вязали в начале, и я захожу за дальнюю полупетлю и делаю соединительный столбик. Сказать, что я закончила таким образом ряд, я не могу. Я просто перешла на эту сторону, где находятся дальние полупетли. И после этого мне надо выбрать высоту столбиков, а это будут у меня столбики с одним накидом, поэтому кроме вот этой воздушной я добавляю еще 2. Всего получилось 3. И между столбиками в этом втором ряду у меня будет 1 воздушная. Поэтому в итоге получилось всего 4 воздушных я набрала. Теперь накид на крючок, и я буду заходить в каждый столбик за дальнюю полупетлю и провязывать столбик с одним накидом. А между ними воздушная. Снова накид на крючок, снова заходим в следующий соседний
столбик за дальнюю полупетлю и вяжем столбик с одним накидом, после чего одну воздушную. В вершинку самого первого столбика, это петли подъема, и даже не в вершинку, а вот тут в основании, сразу же за дальнюю петлю я вот теперь точно не потеряется. Чтобы не развязалась, я вот так. И продолжаем вязать столбики с одним накидом, а между ними одна воздушная. Вот эта петля, опять же дальняя. Сейчас я провяжу и только потом ниточку уберу. Хочу быть на 100% уверена, что это именно та самая дальняя полупетля. Вот. Провязала. И после того, как мы прикрепились, убрали ниточку белую, прикрепились, делаем одну воздушную и поворачиваем вязание таким образом, чтобы лицевая сторона была дальше от нас, а мы видели перед собой изнаночную. И теперь будем вязать за дальние полупетли. Вот косичка, вот ближние, вот дальние. И заходим в каждую дальнюю полупетлю и вяжем столбики без накида. По изнаночной стороне мы вяжем. Не пропускаем ни одной полупетли, столбики без накида. И провязываем не только этот ряд, который мы только что закончили, а еще и первый ряд обвязываем за дальние полупетли. Я поменяла крючок, потому что у меня тот не проходил. Новичкам покажу, как переходить на следующий ряд. Когда мы обвязали крайний ряд и теперь подошли вот до такого места на стыке последнего и предыдущего ряда, и мы вот так вот переходим. Вот они, косички, они продолжаются. Вот полупетля. Находим и провязываем. Бортик поджимаем к себе ближе. Находим следующую полупетлю. Провязываем. И вот мы уже приблизились. Вот косичка, видите, идет.
И опять. В первом ряду у нас даже нет такой же косички, как в крайнем ряду было. У нас там только полупетли. Вот их очень хорошо видно. Мы под них заходим вот. Заходим и вяжем в столбике без накида. Вяжем до тех пор, пока ряд полупетель не закончится. Почти все я провязала, и осталась одна полупетля, последняя. Вот она. После нее уже петель больше нет. И мы также провязываем столбик без накида. И у нас вот такая деталь получилась. Можно ее в таком виде оставить и использовать для своих композиций. А можно обвязать зеркальным рачьим шагом. Можно и просто рачьим шагом обвязать, но мне нравится больше зеркальный. И поэтому вот так вот я все загибаю, вытягиваю последнюю петельку, именно вытягиваю, захожу в столбик, который рядом, и на такую же высоту петельку вытягиваю, потом вот так прокручиваю и вяжу воздушную петлю. Один столбик я пропускаю, петлю вытягиваю и захожу в следующий. Опять вытягиваю петли, прокручиваю и провязываю. И дальше идет повторение. Вот так получается. Через один столбик мы провязали этот узор, и тут в конце у меня только один столбик. Я его пропускаю и захожу вот сюда сбоку. Петлю вытянула, тут пропускаю, сюда захожу. И делаю то же самое, провязываю зеркальный рачий шаг. Вот таким образом мы закончили обвязку. И теперь надо перейти на это место, для того, чтобы вязать наши ярусы. Делать это я буду как бы скачком, без всяких переходных столбиков. Вот я на такой высоте нахожусь и спускаюсь прямо вот сюда. Захожу. Вот мы тут. Этот не трогаем. Вот сюда. Заходим. Тут будет только одна полупетля. И за нее мы цепляемся и вяжем столбик без накида. Провязали, и теперь сюда я прицеплю маркер. Дальше начинается самое настоящее творчество, и у каждой из нас оно свое. Что нам больше нравится, что мы хотим в итоге увидеть. И для этого я предлагаю немножко поиграть в художника.